Главные новости сегодняшнего дня. Известная певица, народная артистка России, сотрудник комитета Надежда Кадышева отменила свои музыкальные концерты на 2 месяца вперед. Причина отмены концертов – резкое ухудшение состояния здоровья. В частности, концерты Надежды Кадышевой не состоятся в таких городах, как Ульяновск, Уфа, Казань и Пенза. По последним данным, у Надежды Никитишны Кадышевой серьезные проблемы с сердцем. На данный момент она находится на стационарном лечении. По решению комитета и прокуратуры Российской Федерации бывшего коллегу Юрия Шатунова и музыкального продюсера Андрея Разина депортировали из Турции в Россию и направили в камеру временного задержания. Там Андрей Разин будет находиться до 4 мая текущего года, когда состоится первое заседание суда. Отметим, что совсем недавно появились новые неопровержимые доказательства, что Андрей Разин причастен к смерти Юрия Шатунова. Юрий Васильевич ушел из жизни в 2022 году. Накануне вечером под Москвой в результате чрезвычайного происшествия в воздухе погиб известный российский певец патриотической песни, бывший участник СВО, артист Московского театра и летчик-испытатель Олег Цой. Причиной трагического события стал отказ одного из двигателей самолета. Олег Цой совершал испытательный полет на новом транспортном средстве. Олегу Григорьевичу Цою было 60 лет. Он был одним из самых возрастных артистов и летчиков. Совсем недавно мы сообщали, что актер Михаил Ефремов выходит из колонии по причине условно-досрочного освобождения. К сожалению, данное решение отменили в последний момент. Сегодня утром при осмотре личных вещей артиста у Михаила Ефремова обнаружили телефон-смартфон, что запрещено по правилам колонии. В связи с этим досрочное освобождение было отменено. Пока точно неизвестно, то ли сам Михаил Ефремов нарушил правила колонии или кто-то из недоброжелателей артиста подбросил ему телефон. Сегодня в Москве около 12:00 по местному времени в районе телевизионного центра Останкино на представителей комитета известных артистов Никиту Михалкова и Юрия Назарова была совершена попытка нападения. По данным прессы, известные артисты возвращались с важных переговоров, которые касались открытия собственного телевизионного канала и радиостанции. Известных артистов сопровождали 3 охранников. Чрезвычайное событие произошло в тот момент, когда Никита Михалков и Юрий Назаров выходили из здания и садились в служебный автомобиль. Охрана достойно выполнила свою работу. Они буквально прикрыли собой Никиту Михалкова и Юрия Назарова. Один из охранников серьезно пострадал. К сожалению, также был ранен и глава комитета Никита Михалков. Никиту Сергеевича срочно доставили в институт Склифосовского для перевязки. По последним данным, Никита Михалков получил ранение в правую ногу. Однако не будет оставаться в больнице, а продолжит исполнять свои профессиональные обязанности. Как считает общественность, нападение на руководство комитета напрямую связано с открытием нового телевизионного канала и радиостанции, работа которых должна начаться летом этого года. Недоброжелатели комитета пытаются ограничить эфирное время телевизионного канала и всяческими способами пытаются мешать его работе. К сожалению, по горячим следам исполнителей преступления задержать не удалось. Ведутся поиски преступников. Народному артисту России, известному актеру Олегу Басилашвили, уже в 3-й раз отказали о вступлении в антикоррупционный комитет. Олег Валерьянович очень хочет работать в организации и быть полезным обществу. Однако причина отказа – это почтенный возраст артиста, ведь Олегу Басилашвили уже 90 лет и плохое состояние здоровья. Известный пародист Максим Галкин начал лечение от алкогольной зависимости в медицинском центре страны Израиль. В последнее время Максим Александрович стал злоупотреблять спиртными напитками.
Всему причина – это семейные трагедии в семье Максима Галкина, ведь совсем недавно в тяжелом состоянии находилась дочь Максима Александровича, а также личное несчастье Максима Галкина. Совсем недавно у известного пародиста было обнаружено тяжелое заболевание, которое часто дает летальный исход. Пресс-служба комитета сообщает несколько печальных новостей из мира шоу-бизнеса и культуры. Известный артист и телеведущий Юрий Николаев, который уже 3 недели находится в инвалидной коляске, готовится к срочной операции по ампутации правой ноги. Всему причина 2 тяжелых заболевания, которые есть у Юрия Николаева. Это сахарный диабет и онкологическое заболевание. Помимо этого, совсем недавно Юрий Николаев находился в больнице с проблемами с сердцем. Ушел из жизни известный советский, российский и казахский актер, драматург, сценарист, режиссер и писатель Дулат Исабеков. Дулату Исабекову было 82 года. За время своей творческой карьеры он написал 72 сценария к художественным фильмам, а также занимал должность начальника Министерства культуры Казахстана. В крупный скандал попала известная певица Алла Пугачева. ЧП произошло накануне в Израиле, в городе Хайфа, в одном из летних кафе на берегу моря. По данным прессы, Алла Борисовна пришла в кафе поужинать, однако свободных мест в заведении не оказалось. Алла Борисовна подозвала к себе официантку и потребовала предоставить ей столик в кафе. При этом Алла Борисовна заявила, что она мировая знаменитость, известная певица, и назвала свое имя. Однако на официантку это не произвело никакого впечатления. Она сказала Алле Пугачевой, что столики надо было заказывать заранее, и попросила артистку покинуть заведение. При этом она назвала Аллу Пугачеву бабушкой, что еще больше возмутило Аллу Борисовну. Казалось, что конфликт исчерпан, однако вечером того же дня Алла Пугачева вместе с охранником вернулась обратно в кафе и продолжила скандал. На этот раз Алла Борисовна начала оскорблять официантку, и между ними возник конфликт, в результате которого официантка летнего кафе сорвала с Пугачевой парик и повалила ее на землю. В результате в дело вмешалась полиция. Аллу Пугачеву арестовали за нарушение общественного порядка. Теперь известная артистка выплатит крупный денежный штраф, а также моральный и материальный ущерб. Над дочерью известного российского музыканта, лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова надругались в туалете одной из элитных гимназий города Москвы. ЧП произошло на Большой Перемене. В преступлении обвиняются охранник школы и 2 одноклассника девушки. Возбуждено уголовное дело. Ну и очень приятная новость о сотруднике комитета, известном артисте балета Николае Цискоридзе. Лечащие врачи Николая Цискоридзе, у которого совсем недавно обнаружили тяжелое заболевание рак мозга 2-й степени, назначили известному артисту самое современное лечение. О полном выздоровлении пока говорить не приходится, однако появилась надежда на благоприятный исход дела. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Николая Цискоридзе и поддерживаете деятельность комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.